После успеха первых двух частей Sonic the Hedgehog было очевидно, что триквелу есть место быть. И Sega перед тем, как полностью уйти в 3D, решили, что финальный 2D-платформер про ежа будет ультимативной игрой в серии. Планировался экспириенс на дюжины часов с новым персонажем и более 10 зонами, каждая из которых имела разные маршруты в зависимости от того, за кого вы играли. Проект оказался настолько амбициозным, что ее не успевали доделать в срок, и пришлось разделить тайтл на две игры, те, что сегодня известны как Sonic 3 и Sonic and Knuckles. Вторая имела особенность. К картриджу можно было присоединить другую игру, что открывало для нее дополнительный контент. Если игрок соединял Sonic 3 и Sonic and Knuckles, то он получал объединенную версию этих игр — Sonic 3 and Knuckles. Дефинитивный платформер, как его задумывали разработчики. И вот спустя 30 лет после релиза ко мне приходит мысль, а что если пройти такую огромную игру по минимуму? Что если отказаться от всего контента и выполнить ровно столько, сколько требуется, чтобы дойти до титров? Благо, игра имеет метрику действий игрока в виде абстрактных очков. Чем дольше и круче он играет, тем выше счет. Сегодня я покажу вам прохождение классики наоборот. Меня зовут Китакот, и это Sonic 3 and Knuckles с минимальным счетом. Давайте быстренько пройдемся по правилам. Ничего не поменялось с тех пор, как я проходил второго Соника с такими же условиями, но думаю, стоит освежить их в памяти. Видите счетчик очков в левом верхнем углу? Нужно постараться пройти игру так, чтобы там было как можно меньшее число. Сбрасывать как-либо очки нельзя, поскольку теряется весь смысл челленджа. Ломать игру с серьезными багами тоже нельзя. Ну, если ошибка незначительная или это просто недоработка левел-дизайна, то ничего страшного. Если игра подлагивает, это нормально, если игра кричит в агонии, это ненормально. Режимом отладки пользоваться тоже нельзя. Знаю я вас, умников, специально оговариваю это, чтобы вы не писали в комментариях. Перезапускать уровень можно. Моя цель — показать и рассказать, как пройти игру с минимальным счетом. Я не собираюсь сделать все это за один присест. Надеюсь, вы поймете почему. Перед началом игра предлагает 4 режима с различными персонажами. Чтобы выбрать, как мы будем проходить челлендж, стоит рассмотреть героев с точки зрения геймдизайна. Sonic представляет из себя стандартный способ игры. Его способности заточены на скоростное и прямолинейное прохождение с молниеносным уничтожением врагов. Tails имеет не такой большой арсенал приемов, как Sonic, однако все его недостатки компенсируются возможностью свободно летать в течение некоторого времени. Благодаря такой вертикальной мобильности мы сможем с большим шансом обойти какое-либо препятствие. Этот персонаж специализируется на исследовании и считается легким режимом. Knuckles, наоборот, выделяется своим усложненным прохождением. Он прыгает очень низко, а из способностей только медленное падение. Также уровни имеют особые пути для Knuckles, которые зачастую намного сложнее нормальных маршрутов. Это далеко не лучший персонаж для такого челленджа. Есть еще один режим игры. Это дуэт Соника с Тейлзом. В третьей части Лис может хватать ежа и поднимать его, эффективно давая одновременно мобильность и Тейлза, и Соника. В этом режиме у нас самый большой арсенал способностей и, следовательно, наибольшие шансы избегать очков. Поэтому я и выбрал это для своего прохождения. Давайте же начнем. Стартует наш забег на Ангельском острове. Первая зона служит тестовой площадкой, где можно опробовать то, что дозволено в рамках испытания. Главным препятствием для нас являются батники. Убийство каждого из них будет давать очки, поэтому придется обходить роботов стороной. Отсюда вытекает еще кое-какой момент. Тейлз под управлением компа, и он может случайно уничтожать врагов, давая запретные поинты. Однако это легко предотвратить. С помощью второго геймпада можно перехватить контроль над лисенком, тогда он будет управляться игроком и не будет творить дичь. Во время игры я вспомнил, что есть спецэтапы с синими сферами, и я ради интереса решил пройти один. Оказывается, очки там даются только за сбор колец. А если нет колец, то и не будет поинтов за сбор изумрудов хаоса. После такой новости может резко появиться желание собрать 7 камней и разблокировать суперформу. Это и не удивительно, ведь дополнительная способность точно не помешает. Однако нам ни в коем случае нельзя ее получать. Объясню почему чуть позже. Собрать 6 камней и 7 ничего не мешает. Я решил так и сделать забавы ради, просто потому что могу. В первом акте я нашел 2 огромных кольца. В спецэтапах я заметил, что кольца ведут себя очень странно. По идее, они должны появляться, если окружить синие шарики красными. Но в моем случае они спавнились и без этого условия. Пришлось всячески ухищряться, чтобы избегать колец.
Например, для группы 4 на 4 нужно собрать 3 ряда, а затем пройтись по 4-му ряду сначала от центра к углу, а потом от угла к центру. Не спрашивайте, зачем, так просто надо. Тем не менее, да, изумруды собираются без очков, и хоть они фактически ничего не дают, все равно почему бы не воспользоваться тем малым, что позволяет данный челлендж. Далее стоит обратить внимание на боссов в конце уровней. Обойти их никак нельзя, а победа над каждым из них стоит 1000 очков. Ничего не остается, кроме как принять их. Финальный источник счета — это бонусы. Чем больше колец и меньше времени, тем больше очков. Если дойти до финиша более чем за 3 минуты 30 секунд и с нулевыми запасами, то получим минимальный бонус 100 поинтов. Странно, что даже при крайне медленном прохождении игра все равно чем-то награждает. Итого теоретически твердый минимум для каждого этапа будет составлять 1100 поинтов. Вы догадались, почему суперформа запрещена? Забегу чуть вперед, она разблокирует секретный уровень с боссом, дающий лишние и совершенно ненужные очки. Опциональный уровень для нас совсем не в кассу. Чтобы не было вопросов и недопонимания, скажу сразу, да, Doomsday открывается как с супер изумрудами, так и с обычными, и нет, если отдать камни в потайном дворце, то уровень остается открытым, я это проверял. Второй акт, как и первый, не вызвал особых трудностей. Локация обширная, а врагов не так уж и много. На уровне я нашел еще 2 огромных кольца. Третий и четвертый спецэтапы прямолинейные и незамысловатые, а сам уже наловчился обходить кольца стороной. Изумруды быстро оказались у меня. Боссы могут быть хитроватыми, нужно управлять 2 персонажами одновременно, а также следить за здоровьем и кольцами. А так, если играть аккуратно, то можно спокойно уйти с острова Ангел с минимальными 2200 очками. Видали, как я числительное склоняю? Гидра Сити впервые показывает важность выбора пути. Нижнюю часть уровня преграждает вот этот батник. Убивать его нельзя, так как за это дают поинты. Придется вылезать из воды и пролететь через вентиляторы. Все остальное в зоне проходится прямолинейно. Главное быть очень осторожным, особенно на скоростных секциях. Враг может с легкостью подставиться под игрока, давая немного ненужных очков. Не забываем и про таймер. Обязательно ждем 3:30, чтобы получить минимальный... Тейлз, ты не мог подождать 20 секунд, пушистый ты кусок? В этой зоне я нашел еще одно огромное кольцо. 5-й изумруд весьма простой. Спецэтап состоит из групп 3 на 3 и синих сфер, которые можно спокойно собирать по рядам. Боссы весьма легкие. В первом акте можно просто стоять на месте, уворачиваться одним прыжком и атаковать с помощью... как это вообще называется? О, инстащит, окей, буду знать. Во втором акте можно просто отойти в сторону, и хвостатый будет делать всю работу. Что же мы имеем в Гидросити? 2 босса и 2 бонуса. Итого 2200 очков. Все пока что неплохо. Мраморный сад оказался местами немного сложным. Как и в предыдущих зонах, здесь нет дополнительных опасностей. Очки идут в основном из врагов. Опять же, если играть аккуратно, то в теории можно пройти локацию с идеальным минимумом. И в первом акте я играл настолько аккуратно, что донес до босса 260 колец, что весьма впечатляюще даже при нормальном прохождении. Но я не успел их потратить, так как забыл, что в третьем Сонике мини-боссы убиваются с 6 ударов, а не с 8, как это было во второй части. Из-за такой ошибки все мои богатства превратились в бессмысленные очки, и пришлось начинать уровень заново. В какой-то момент умудрился застрять перед непроходимой стеной. Оказалось, что это был путь для Наклза, и левел-дизайн не предусматривал того, что кто-то другой может прилететь сюда. Еще одно огромное кольцо. 6-й этап состоит из сфер 4 на 4, окруженных бамперами. Здесь, помимо стратегии от центра к углу, от угла к центру, я разработал еще один способ обхода сфер без колец. Делим большой квадрат на 4 маленьких и обходим шарики в каждом из них один за другим. Это последний изумруд хаоса, который игра позволяет получить без дополнительной нагрузки на счет. Теперь в спецэтапы мы не суем свой ежиный нос. Второй акт намного сложнее первого. Здесь появляется новый враг-кузнечик. Он просто прыгает на месте, но этого достаточно, чтобы подставиться под игрока и давать лишние очки. Его нужно обходить строго, подбирая подходящий момент. Спустя некоторое время и пару волчков мы натыкаемся на 3 кузнечиков на склоне. Это первое серьезное препятствие. Пробежать мимо в теории можно, но удачи подобрать нужный тайминг. Зачастую они прыгают хаотично, а от урона Соник отталкивается назад. Крученая атака запрещена, поскольку она убивает. Перелететь нельзя, так как батники допрыгивают до потолка. Просто перепрыгнуть тоже нельзя, поскольку с места на наклонной поверхности Соник отскакивает назад, и он не может долететь до следующего проема. Единственные надежные способы обойти это — либо пропустить целый кусок уровня с помощью Тейлза, благо ландшафт это позволяет, либо иметь при себе электрический щит, дающий двойной прыжок.
Где найти щит, спросите вы? Все просто. На чекпоинта может появиться портал в один из 3 бонусных уровней. Там можно получить кольца, дополнительные жизни и самое интересное для нас — щиты, дающие различные способности. Но есть кое-какая загвоздка. Дело в том, что из 3 уровней нам будет интересен только один, с автоматом жвачки. В слот-машине нет щитов, а на уровне с магнитными шарами Тейлз появляется прямо внутри бампера, что заставляет его удариться и получить 10 очков, что для нас недопустимо. Поэтому, если над чекпоинтами звездочки белые, то можем смело прыгать в них. Если какого-либо другого цвета, то не менее смело игнорируем их. Больше особых препятствий во 2 акте нет. Босс весьма трудноватый, из-за ограниченного управления очень легко получить урон ненарочно, и быть с нулем колец весьма опасно. Он дался далеко не с первого раза, но все равно 2200. Карнавальная ночь — это самый настоящий кошмар для всякого, кто осмелится проходить игру с минимальным счетом. Причина тому — бамперы. Эти кругляшки таят в себе зло галактического масштаба, и вступив в контакт с ними, это зло передастся вам в виде целых 10 очков. Мало того, они расположены в максимально отвратительных местах. Там, где вы их меньше всего ожидаете, и там, где это должно быть незаконно. Серьезно, кто додумался ставить бамперы в узких проходах? Даже при нормальном прохождении это сильно выбешивает. Чтобы идеально обойти это, нужно делать прыжки с хирургической точностью. Отдельного упоминания достойна вот эта труба, которая проталкивает Соника прямо на бамперы. Чтобы вовремя затормозить, нужно мгновенно сделать рывок с помощью огненного щита. Спасибо хотя бы на том, что он вообще есть на уровне. В этом челлендже щиты ваши лучшие друзья и товарищи. Во многих местах они значительно упрощают жизнь. Среди батников есть худший кошмар, и это летучая мышь с лампочкой. Она постоянно преследует ежа, и дать отпор буквально невозможно. Прыгните, и вы случайно убьете врага и получите 100 очков. А значит, надо начинать сначала. Будете игнорировать, и вы рано или поздно потеряете все и умрете. А значит, надо начинать сначала. Все, что можно сделать, это убежать достаточно далеко, чтобы робот разгрузился. И все это говорил лишь про первый акт. Чтобы понять, насколько все грустно во втором, возьмите все сказанное и умножьте раз так в 10. Во второй половине этой зоны больше бамперов, больше батников и больше узких проходов. Сам уровень настолько огромный, что вам может не хватить и 10 минут, чтобы пройти. В самом начале Соник сильно разгоняется, а затем тут же врезаются бамперы. Уровень только стартовал, а я уже его ненавижу из-за такой подставы. Далее небольшой подводный сегмент и эти левитирующие платформы. Если вы здесь не подвинете камеру вверх, то только на своем горьком опыте узнаете, что вас поджидают еще бамперы. Я уже так попадался пару раз. Затем идет пушка, с помощью которой нужно запустить себя на платформу, где, браво, вы догадались, еще бамперы. Тут, внимание, мы стреляем вертикально вверх и отпрыгиваем от воздушных шаров, пытаясь поймать нужный тайминг. Важно перед выстрелом проследить, чтобы Тейлз был рядом с вами, иначе он прилетит с небес и сядет прямо на бамперы. Я уже слышать не могу это слово, есть какие-нибудь синонимы? Затем подлетаем к бочке сверху, чтобы сократить путь. Нам по-любому придется пропускать куски уровня, чтобы успеть дойти до финиша. Далее идет сегмент, который я называю ебаная эквилибристика, по-другому просто язык не поворачивается. Бампер с гравитационными платформами и летучей мышью должны расцениваться как форма пыток. Наклз гасит свет и начинается темный сегмент. Он не такой сложный, главное быть осторожным, не делать глупостей и следить за Тейлзом. Ближе к концу уровня идет снова эквилибристика, потому что одной было недостаточно. И тут так много врагов, что это просто нереально пройти. Благо есть потайной путь, ведущий к другой эквилибристике, только попроще и без батников. Финал уровня — это пробежка через 1 000 000 роботов. Ладно, не 1 000 000, а всего лишь 3, и мелькают они на полсекунды. Но спустя 4 часа попыток, я, будучи на очень сильном нерваке, уже был готов сдаться и начинать сначала лишь при их виде. Только спустя все это можно дойти до босса. Все должно быть выполнено идеально. Любое неправильное движение и все на смарку. Боссы не самые приятные, но по сравнению с тем, что я писал ранее, вполне терпимые. Стратегия абсолютно такая же, как и во всех остальных файтах. Оставляем одно здоровье, если нужно, ждем некоторое время, тратим все кольца и добиваем противника. Я впечатлен тем, что такую сложную зону, известную по количеству элементов, дающих очки, можно пройти на идеальный минимум. Теперь давайте перейдем от самой сложной зоны к, наверное, самой легкой. Ice Cap представляет из себя 2 небольших прямолинейных уровня. Враги здесь весьма человые, не преследуют игрока и не пытаются подставиться под него. Геометрия уровней не прикалывается, за одним исключением, когда игра ставит пингвина только ради того, чтобы Соник врезался в него на большой скорости. И нет никаких подлянок, которые могли бы испортить...
Нет, не может быть, чтобы какая-то петля погубила идеальный счет вновь. Ну неужели все снова убьется об этот Оу, ложная тревога, все в порядке. Почему-то в этой игре, в отличие от Sonic 2, проход через петлю не дает очков. Видимо, в этот раз разработчики решили жалиться над теми, кто по приколу попробует проходить игру экстравагантно 30 лет спустя после выхода. Боссы тут совсем немощные. Можно стоять на одном месте, и игрока никогда не ударят. Забираем отсюда идеальные 2200. Пусковая база — финальная зона в Sonic 3, поэтому она выделяется своей высокой сложностью. Здесь игра кидает так много врагов, что нет ни секунды на передышку. Самый неприятный из них — это вот такие птички. Они похожи на летучих мышей из Carnival Night, но чуть меньше и двигаются немного более предсказуемо. Нужно действовать быстро, чтобы успешно уклоняться от них. В некоторых местах враги расположены так, что через них крайне трудно маневрировать. Тут нужно подбирать узкие тайминги. Только, кстати, поэтому я и узнал, что вот эти шипастые создания двигаются в сторону игрока только тогда, когда он сам двигается. Не захотел бы пройти игру с наименьшим счетом, я бы и дальше не замечал ту мелочь. Еще особенность локации в том, что во втором акте не один босс, а два. Оба, кстати, убиваются с полплевка. Поэтому минимальный счет тут на 1000 больше. 3200. Заметили, что на боссах я вообще не акцентирую внимание. Все потому, что они побеждаются в 2 счета с кадрами неуязвимости, если намеренно получать урон. А как ни крути, это делать придется, чтобы избавиться от колец. А уровни настолько большие, что невольно доходишь до финиша более чем за 3,5 минуты. Итак, первая половина игры пройдена. Давайте подытожим. У нас 14200 очков. И все это с боссов и бонусов, которые избежать нельзя. Все остальное было на высочайшем уровне. Будет ли так же гладко в Sonic Knuckles? Мы это сейчас и узнаем. Вторая половина игры стартует в зоне грибных холмов. В самом начале локации можно найти новый вид колец, ведущих в потайной дворец. Там игрок теряет все свои изумруды хаоса, но взамен получает доступ к новым спецэтапам. Раз я начал собирать бесполезные камушки, то почему бы не взять еще один большой? Уровень состоит из наполовину заполненных квадратов 4 на 4. По задумке нужно замкнуть красные сферы, чтобы они исчезли, открывая проход. Но в моем случае это чревато сбором колец и штрафом в 100 очков за каждую штуку. Пришлось идти в обход через океаны бамперов, которые, к счастью, здесь не влияют на счет. Остальные огромные кольца ведут к 7-му обычному изумруду хаоса. Не знал, что вторая половина игры позволяет допройти все, что не успел, после чего вновь открывает доступ к потайному дворцу. Сколько всего нового узнал из этого прохождения, но стоит помнить, что 7-й изумруд открывает Doomsday, поэтому избегаем его любой ценой. Теперь о самой зоне. Вернулись преследующие враги. Здесь они представлены в виде бабочек. Они медленные и маленькие, и от них относительно легко увернуться. Во втором акте появляется просто отвратительный батник. Это вот такой флюгер. Он просто сдувает игрока и ничего более. Пройти через него почти невозможно. Нужно либо иметь один из щитов, либо долбиться через кадры неуязвимости, и то результат не гарантирован. Зачастую этот враг ставит игрока в крайне неудобное положение, толкая его к другому роботу или... Не знаю, что это, но мне почему-то всегда казалось, что это цепь из болгарского перца. Благо, зона обширная, и все нежелательные места можно просто обойти. 2 босса, 2 бонуса. Итого 2200. Идем далее. Знаете, я пишу этот сценарий параллельно прохождению. Пробегаю одну зону и записываю свои мысли. Когда я рассказывал про Ice Cap, я думал, что локации замечательной этой просто быть не может. Тогда я еще не знал, что есть летающая батарея, где уровни состоят из чистейшего платформинга, без всяких подлостей и ненужных отталкивающих назад пружин, где игрока одаривают неимоверным количеством колец и пауэрапов, где враги либо стоят на месте и стреляют, либо хотя бы предсказуемо бегают туда-сюда. Эта зона прошлась как по маслу. Здесь набрать свои минимальные 2200 оказалось проще простого, что весьма удивительно, ведь мы уже продвинулись достаточно далеко на территорию весьма сложных уровней. Вы заметили, что я ношу с собой много-много колец? И я из любопытства собираю все подряд, чтобы, во-первых, показать, что вообще игра позволяет делать в рамках челленджа с минимальным счетом, и, во-вторых, чтобы прохождение было чуть более зрелищным. Стали бы вы смотреть ролик, где я тупо долблюсь об противников? Стали бы вы смотреть ролик, где я филигранно прохожу через самые замысловатые препятствия? Однако немного грустно осознавать, что рано или поздно с богатствами придется расстаться, и в конечном счете от такого собирательства толку ноль. Да, такая игра с огнем может сыграть злую шутку, но мне ничего не мешает просто пройти сквозь кадры неуязвимости при крайней необходимости. Окей, это было небольшое лирическое отступление, двигаемся далее.
Сандополис обошелся без каких-либо геймплейных особенностей. Первый акт проходится почти так же, как если бы он проходился нормально. Роботы не норовят поставиться под атаки, и никакие элементы больше не увеличивают счет. Интересно то, что за местного босса игра ничем не награждает. Скорее всего потому, что мы его не бьем напрямую, а заманиваем в зыбучие пески. Это первый в игре уровень, которым можно пройти на 100 очков, вместо привычных 1100. Второй акт сложный сам по себе. Уровень просто огромный и весь состоит из небольших сегментов с таймерами, где нужно проходить через препятствия как можно скорее, пока не закроется дверь и не засыпет песком. Однако в рамках челленджа усложнений нет. Батников можно пересчитать по пальцам, прочих постав просто нет. В итоге кое-как удалось уйти с пирамиды с минимальными очковыми издержками. Чувствуете этот жар? Мы в зоне лавовых рифов, а значит мы близимся к финалу. Здесь решили играть на контрастах. Я не про внешний вид двух актов. Если в прошлой локации роботов было очень мало, то тут их прям дофига, и появляются они буквально из ниоткуда. Здесь стоит хорошенько выучить расположение всех батников. Во время своего прохождения я нашел очень интересную вещь, которую, я уверен, никто из вас не замечал. На уровне есть взрывающиеся камни мимики. Когда они самоуничтожаются, то появляется обозначение, что игроку выдается 100 очков. Но на деле счет никак не меняется. Весьма своеобразный троллинг от разработчиков, как по мне. Я был немного в замешательстве, когда обнаружил это. Первый акт проходится как обычно. Надо просто быть очень аккуратным. Из хитрых мест можно выделить узкий проход ближе к концу уровня. Тут нужно перепрыгнуть с крайне точным таймингом, используя двойной прыжок. Трюк настолько точный, что я впервые воспользовался функцией перемотки по кадрам в эмуляторе, чтобы его тренировать. Я просто не могу описать словами, насколько полезен электрощит. Не только в данном челлендже, но и вообще при абсолютно любом прохождении. Он отнюдь не раз позволял выбираться из самых трудных ситуаций. Хотел бы я еще акцентировать внимание на том, насколько много тут коллекций паверапов. Прям неприлично много. Это на моей памяти единственный уровень в игре, где можно спокойно налутать 5 жизней, а то и более. Второй акт чуть не убил этот идеальный забег. Дело в том, что в этом уровне для Соника есть два пути, которые в середине соединяются в один. Сразу после этого идет узкий проход с 3 роботами-штуками. Вся суть в том, что они выпускают дым, попав в который Соник замедлится и начнет терять кольца. Когда они закончатся, закончится и жизнь. Дым можно рассеять с помощью крученой атаки. Батники расположены таким образом, что через них невозможно перепрыгнуть, и это место единственный способ продолжить игру. Это тот редкий случай, когда я полез смотреть карты в поисках обходных путей, но это не помогло. Пройти через них с уроном не получится, после удара вы потеряете все кольца и тут же умрете от дыма. И тут я начал изобретать всякие хитроумные махинации. Идея была в том, что Тейлз поглощал весь дым, а Соник с щитом и огромным запасом колец пытался пробежать через врагов. Все ломалось об тот факт, что ударившись о вторую штуковину, Ёж отскакивал к первой, получал дым и тут же умирал. Я очень долго пытался пройти через этот коридор, пока не обнаружил кое-что. Оказывается, все это время можно было пройти через них, используя лишь крученую атаку. Это крайне контринтуитивно, поскольку игра до этого давала знать, что направлять спиндэш в сторону батника плохая идея, поскольку это чревато лишним счетом. Я не знаю, что я бы делал, если бы не нашел это совершенно случайно. Я мог потратить десятки часов в попытках обойти это или просто сдаться и сказать, что идеальное прохождение этого уровня невозможно. Кто же знал, что все окажется настолько просто? То есть в первом акте можно вместо двойного прыжка с таймингом просто спиндэшнуться мимо батника? Прикольно. Вторая половина уровня очень красивая, но ее левел-дизайн просто отвратительный. Почему, когда Соник падает в пропасть во время игры, он умирает, а когда он падает туда же во время катсцены, он как ни в чем не бывало? На босса я бы хотел обратить особое внимание. Дело в том, что ему нельзя наносить урон, он бьет самого себя. Этот босс-файт служит таймером, по истечении которого все оставшиеся кольца переводятся в поинты. Здесь не получится выждать, пока у противника не останется один удар. Стоит как можно скорее опустошить карманы и прыгать без какого-либо права на ошибку. Страшновато, но вполне достижимо. Потайной дворец крайне скучный, здесь буквально невозможно набрать счет. Нет ни батников, ни бонусов в конце, ни босса. Да, есть битва с Наклзом, но она даже не ощущается как босс-файт из-за бузинга, инста-щита и никак не воздействует на счет. Одна кат-сцена... О, смотрите, это же супер изумруд, который я по приколу собрал. Спустя, и мы взмываем в небеса. В небесном святилище дела обстоят интересно.
По задумке в зоне очень много вертикального движения, и помимо традиционного босса в конце есть еще два мини-босса, охраняющие телепорт наверх и 1000 очков каждый. Но кому нужен телепорт, когда есть Тейлз? Его сил как раз достаточно, чтобы позволить нам не только обойти мини-боссов стороной, но и сократить саму зону до смехотворных по меркам этой игры размеров. Таймер у меня перевалил за 3:30 только за счет того, что трюк получался не с первого раза. Механический Соник заканчивает уровень, поэтому придется его победить и получить привычные 1100 очков. Удивительно, что все вплоть до этого момента пройдено с идеально минимальным счетом, который исходит лишь от боссов и бонусов. Того, что позволяет продвигаться по игре и никак нельзя обойти. Все это время Соник с Тейлзом не делали ничего лишнего, не уничтожали роботов без необходимости, не ударялись об бамперы и избавлялись от всех колец. Получится ли дойти до конца, сохранив идеальный забег? Все решится в зоне яйца смерти. Что же подготовила для нас финальная зона? В принципе, ничего особенного. Не поймите меня неправильно, сама по себе локация очень сложная, но для этого испытания она почти ничего нового не привносит. Подлянки есть, но они ведут к получению урона, а не к увеличению счета. Врагов много, но никто из них не блокирует целиком путь. Единственная такая серьезная трудность — это самое начало второго акта, когда у Соника вообще нет колец, а надо как-то пройти через батника, швыряющего шипы. Первая половина зоны проходится как обычно, вторая в самом начале делится на два пути. Они оба валидные, но лично я предпочитаю идти влево, там игра сыпет электрощитами, которые я уже полюбил за время моего прохождения. Честно говоря, я немного застрял в этой зоне, потому что старался не обузить кадры неуязвимости, а грациозно уворачиваться ото всех ради зрелищности. И это получалось далеко не всегда. Думаю, таких проблем бы не было, если бы тупо шел на всех в лоб. Окей, вы уже не с терпением ждете, когда я назову финальный счет, поэтому быстро пройдусь по боссам. В первом акте трудно следить за кольцами и здоровьем, но осилить можно. 1000 очков за босса и 100 за бонус времени. Босс второго акта крайне унылый, прыгаем туда-сюда в надежде поймать тайминг. 1000 очков без бонусов. Финальный босс вполне простой, если знать, что делать. Сначала отбиваем все пальцы, а затем фигачим по кристаллу, попутно уворачиваясь от лазера. Здесь особенно важно следить за Тейлзом. Он может сам захотеть ударить противника, тем самым давая боссу кадры неуязвимости. В самый неподходящий момент это может просто убить. Никогда не думал, что захочу иметь 3 руки, чтобы удобнее играть в кооп игры в одиночку. После уничтожения робота дается 1000 поинтов. Затем за яйцевозку еще 1000, и этим заканчивается прохождение Sonic 3 and Knuckles с минимальным счетом. Итак, давайте подведем итоги. За все приключение Соник с Тейлзом победили 25 боссов и получили бонус 22 уровней, что в совокупности приносит 27 200 очков. Все остальное было успешно проигнорировано, ни одного кольца не было обналичено, ни один робот не был уничтожен и ни один бампер не был ударен. Скажу честно, мне понравился этот челлендж. Игра открылась с новой стороны и потребовала изобретательности, досконального изучения локаций и механик, а также ювелирной точности платформинга. Настоятельно рекомендую пройти таким образом, если уверены, что знаете третьего Соника как свои 5 пальцев и жаждете изучить классику по-новому. Думаю, можно с уверенностью сказать, что 27 200 очков — это идеальный счет, который невозможно побить. Как-никак, чтобы пройти игру, нужно заплатить по 100 поинтов за посещение уровней и побеждать боссов, которые охраняют вход на зоны и акты. По-другому вы просто не сможете продвинуться по игре. Единственный способ сократить счет, который я вижу, это умудриться как-то сыграть меньше уровней. И я, кажется, знаю, как это можно сделать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Прошу, дайте свое мнение в комментариях, а также поставьте дизлайк, если вам ролик не понравился. Ну или лайк, если понравился, это на ваше усмотрение. До скорого и увидимся.